Я всех приветствую. Итак, с момента появления у меня самая первая ревизия PlayStation 5, друзья, прошло ровно почти 3 года. И за это время, разумеется, вперед продвинулись различные технологии, и тоже Sony не стоят на месте и представили PlayStation 5 Slim. И да, обновленная PlayStation 5 стала меньше по размерам, но она по-прежнему достаточно крупная, все равно она весит больше любого ноутбука, и поэтому владельцу так или иначе придется выделять для устройства значительное место возле телевизора, как именно в моем случае. Данную приставку я взял в Технодеусе еще по самой первой такой высокой цене прямо на старте продаж, и зря, действительно зря я это сделал, потому что потом психоз вокруг новинки прошел, и цена стала на 10 тысяч дешевле. В среднем сегодня стоит PlayStation 5 Slim 57-56 тысяч, именно стоит Slim версия пятерки, а цифровая без дисковода, по-моему, на 1000 меньше. Ну, моя версия именно в моем случае это дисковая. Из заметных новшеств, знаете, я бы отметил уменьшенный воротничок самой консоли, тот самый, то есть эти рожки, которые теперь не так сильно выпирают, и это абсолютно правильное решение. Побаловались, значит, мы с этими футуристическими дизайнами, и в принципе достаточно. Пятая PlayStation получилась очень странной, конечно же, со своим внешним видом, и поначалу это было, действительно прикольно, необычно, но потом, знаете, спустя неделю смотришь на это творение, то есть произведение искусства, и думаешь, а зачем нужно было столько пластика, столько пафоса в обычной, казалось бы, приставке для запуска дисков. Но PlayStation 5 Slim стала еще более странной, у нее теперь прям сильно заметно выпирает дисковод, словно приставка стала беременной, у нее такой животик появился, но и купить без дисковода тоже не вариант, если хочется ставить именно диски, чтобы потом не пришлось докупать дисковод за 8000 рублей. Либо сразу берете с дисководом, либо без дисковода, здесь уже вам решать. В общем, очень немало хочется рассказать о данной приставке, которой я месяц уже пользуюсь, очень немало есть у меня личных замечаний, и, конечно же, есть положительные стороны, но мы вернемся к этой теме буквально через минуту после небольшой паузы. Друзья, и раз уж речь зашла о запуске игр на приставках и не только, то наверняка сейчас остается актуальным вопрос покупки этих самых игр. И в таком случае я бы хотел рекомендовать зрителям проверенный лично мною сервис Ice Games. Если вкратце, то Ice Games — это многофункциональный сервис для геймеров, где вы сможете не только купить лицензионные ключи для компьютера, но и для консолей, например, для Xbox. А также, разумеется, на сайте можно выгодно пополнить баланс своего аккаунта в Steam. Плюс к этому Ice Games в партнерстве с Яндекс.Сплит запускает новый способ оплаты, который поможет вам не беспокоиться о повышении цен. И речь идет про оплату сплитом. С помощью системы Яндекс.Сплит вы сможете вносить сумму за покупку частями и наслаждаться полученными играми буквально сразу. Обычно сплит на 2 месяца идет полностью без переплат и до 2 лет с небольшой доплатой, а сейчас до января можно сплитовать даже на 6 месяцев без переплат, а именно 0 рублей за первый платеж и 0 рублей ваша переплата. Это очень удобно, друзья. Что насчет игр на сайте Ice Games, то количество их постоянно растет и появляются новые хиты, и лично я часто просматриваю вкладку «Оплата без комиссии». Там множество крутых проектов как на компьютер, так и на Xbox. Например, это новинки Starfield, Assassin's Creed Mirage, а также Cyberpunk, Remnant 2 часть и множество различных популярных известных проектов. Ну а пополнить баланс своего Steam аккаунта очень просто. Никаких сложностей с WebMoney, верификациями, без блокировок карты Kiwi, а также без скрытых комиссий и прочих сложностей. А бонусом для подписчиков канала и зрителей будет снижена комиссия на пополнение российских аккаунтов Steam до конца января. Поэтому, друзья, поспешите. Ссылочки в описании под видео. Всем удачи. Но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, основные ключевые изменения в старой версии против новой слимки, я думаю, не только визуальные, но и, конечно же, технические. Хотя я бы не сказал, что это прям, сильные технически важные изменения. Ну, например, Sony заменили один порт USB 3.0 на USB Type-C, еще один на передней панели. Далее вентиляционные отверстия сверху лишились решетки, той самой декоративной, а также появилось разделение между матовой и глянцевой панелью. То есть теперь они наполовину 50/50. Теперь у нас вместо 2 больших панелей пластиковых листов сразу 4 панели, и все они маленькие. Вот такое важное изменение. Кроме того, сменилось расположение кнопки извлечения съемного диска. Ранее она находилась рядом с кнопкой питания. Я ее лично часто путал, нажимал выключение вместо достать диск. И теперь наконец-то придумали отдельную клавишу, размещенную на самом дисководе. Это вот действительно очень правильное решение. Далее, самое странное, что я увидел сразу после распаковки приставки, это то, что Sony решили полностью убрать вертикальную подставку, ту самую черную крышку. В общем, ее уже нет в комплекте, и вместо нее у нас
нас теперь две странные пластиковые клипсы, которые, внимание, вставляются в щелочку между пластинами, чтобы поставить приставку в положении лежа, а саму подставку для вертикального размещения в виде серебристого кольца нужно докупать отдельно. Это прям очень напоминает мне политику компании Apple. Цена вопроса за такую подставку $30, что примерно 3000 рублей. Просто замечательно. И по-любому я понимаю, что мне нужна именно такая устойчивая подставка, иначе царапается мебель своими футуристичными воротничками, а с одной стороны, если положить приставку на эти два костыля, что идут в комплекте, то смотрится все это вживую просто ужасно, друзья. PlayStation 5 Slim — это, на мое усмотрение, самая некрасивая консоль вообще, что я видел в своей жизни за все время существования вообще всех приставок, что у меня были в жизни, и это очень и очень странный и спорный дизайн. Даже полностью черный скучный кусок пластика в виде Xbox серии X, даже он в любом положении смотрится как просто черный квадратный кусок пластика. Но тут вы заметили, я думаю, как вы не поставили слимку хоть на бок, хоть вертикально, хоть, не знаю, там просто повесить ее на стену, она везде смотрится предельно странно и нелепо. Ну ладно, черт с этим внешним видом, все это дело вкусовщины, кому-то, возможно, это реально нравится, зато теперь у нас увеличенный SSD накопитель и консоль поставляется с SSD-шником емкостью на 1 терабайт, и фактически после запуска приставки у нас доступных чистыми, внимание, чистыми доступно 850 свободного места, в то время как у старой версии PlayStation 5 было всего лишь 600, там, по-моему, 668, то есть разница довольно существенная, и это однозначно большой плюс, и на этом, пожалуй, можно заканчивать перечислять все эти достоинства, потому что аппаратная часть осталась у нас без изменений, обновленная версия PlayStation 5 базируется, внимание, на все том же самом старом чипе AMD Zen 2, то есть RDNA 2 вместо RDNA 4, которые уже вышли на компьютере. Далее на борту у нас все те же 16 оперативной памяти формата GDDR6, геймпад также не получил абсолютно никаких изменений, все тот же остался DualSense, который используется в первой ревизии. Автономность аккумулятора DualSense осталась на все том же уровне, и геймпад держит заряд до 7, возможно там 8 часов с натяжкой, и это по-прежнему очень и очень мало, в то время как обычные аккумуляторы, скажем, в геймпаде от Xbox в силах выдержать, ну, в среднем, возможно, 10-15 дней. Вот такая вот ситуация. Что насчет личных наблюдений за новой плойкой, то она в целом работает на все том же уровне шума, и скорость запуска игр осталась на прежнем уровне. Но вот что насчет тепловыделения, то она стала точно, но я точно уверен, заметно более теплая, чем прошлая PlayStation 5. Именно на тыльной части сзади через отверстие я прям чувствую, что воздух стал выбрасываться значительно более теплый, чем было в толстой в прошлой PlayStation. И это вполне ожидаемо, ведь Sony полностью переделали внутреннее охлаждение, оно стало меньше в размерах, меньше стала в размерах и сама вертушка, а если все стало меньше и железо по мощности осталось прежним, то что? Правильно, разумеется, температура выросла. Да, это не критично, это абсолютно не имеет никакого значения, но, друзья, имеем то, что имеем. Также я бы хотел пожаловаться на шум работы дисковода при запуске и установке диска во время инсталляции. Дело в том, что в комплекте с приставкой, я напомню, нет той самой ножки, что была раньше в комплекте, и теперь, по сути, половина приставки напрямую контактирует с поверхностью тумбочки, ну или вашего там столика, и поэтому сама приставка передает всю вибрацию от дисковода напрямую этой тумбочки, и получается так, что очень сильная вибрация во время инсталляции диска, и шум увеличивается просто в разы, и все это потому, что просто корпус приставки напрямую впритык контактирует с поверхностью тумбочки, а не стоит на той самой ножке. Такой вибрации шумной, честно, не было на старой плойке, я точно помню, я отлично помню, как она работала. Это очень неприятно, ведь инсталируется диск при первом запуске, на секундочку, временами по 20-30 минут. При этом все эти 20 минут очень шумно гудит приставка на всю комнату. Вот, пожалуйста, послушайте, оцените.
Кстати, что насчет дисков? Очень многие думают, зрители, что принцип работы PlayStation 5 такой же, как и на PlayStation 1, 2 или там третий PlayStation, что запускает все напрямую с дисков, и все данные считываются в реальном времени именно с диска. Нет, парни, все данные инсталируются с диска на SSD-накопитель внутри приставки. Именно это было на компьютерах, скажем так, 2000-х. Вы ставите диск, далее данные с этого диска инсталируются на жесткий диск в вашем компьютере. Все та же старая схема работы. Так что диск по сути нужен только для первой инсталляции, и дальше в нем уже нет смысла. И стоит он внутри приставки только чтобы она чекнула его наличие, то есть проверила его внутри дисковода в самом начале при запуске, а потом уже просто он там болтается абсолютно без дела. Поэтому нет таких сегодня уже консолей, как раньше. Пришел, вставил диск, запустил игру и пошел вперед. Нет, пришел, вставил диск и потом еще 20 минут жди инсталляцию. При этом издается очень большой шум на всю комнату. И возникает вопрос, а зачем вообще в таком случае нужны эти диски? Если они никак не ускоряют запуск, и их нужно постоянно инсталлировать, словно ты выкачиваешь все то же самое из интернета. Плюс уже после инсталляции тоже очень часто с интернета скачиваются дополнения, помимо самого диска. А самое важное, купить сегодня диск стоит дороже, чем купить на распродаже цифровую версию, где-нибудь там в PSN. Вот, например, возьмем, я специально решил сравнить, берем Atomic Heart, он стоит на дисках самая низкая цена 5200 рублей, и такая же Atomic Heart на зимней распродаже сейчас стоит 3860 рублей. Разница в 1400. Ну и в конце, друзья, финалочка. Last of Us Remastered, первая часть. Стоит диск сегодня, внимание, 6300 рублей. И цифровая версия в PSN стоит $40, то есть 3685 рублей. Разница, внимание, почти в 2300 рублей. Да, я понимаю, мне скажут, что диск можно потом пройти, продать, там как-то, не знаю, покрыть, но если вы будете продавать такой диск, то вы потеряете точно 50% стоимости, и вы при этом остаетесь без диска, у вас просто ничего не остается, абсолютно ноль. Плюс это, вы еще сами понимаете, нужно продать, нужно выложить объявление, нужно встретиться с человеком, отправлять диск, там, в общем, общаться с людьми, идти на почту и так далее, а цифра это просто ты купил по скидке, она у тебя навечно остается на твоем аккаунте, и все, до конца жизни. Поэтому я не вижу смысла в этих пердящих дисководах и в этих дисках, в этих коробочках. Хочешь, представьте себе, запустить какую-нибудь там, не знаю, игрушку, там, ну, возможно, там пройти что-то на 15 минут, ты берешь, вставляешь, то есть ты встаешь, берешь, идешь, диск, открываешь коробочку, достаешь диск, вставляешь именно в дисковод, хочешь при этом запустить какую-нибудь иную игру, идешь, опять встаешь, достаешь этот самый диск, достаешь эту самую коробочку, вставляешь диск в коробочку, берешь иную коробочку, достаешь оттуда диск, берешь этот самый диск, вставляешь в дисковод и далее запускаешь уже эту самую игру. А еще нужно куда-то там складывать эти все диски, коробочки на полочку, не знаю, там подставочку, и это удовольствие с дисками и переплатами стоит на 25-30% больше, если сравнивать именно с цифровыми версиями на распродаже. В общем, друзья, что я хочу вам сказать в конце. Если меня спросить, стоит ли менять обычную PlayStation 5 на обновленную, то есть слимку, то, наверное, нет, вообще не стоит, смысла в этом абсолютно нет никакого. Если же меня спросят, что взять, обычную пятерку или Slim версию, то раз уж цена одинаковая, то лучше взять, конечно же, все же обновленную версию, то есть слимку. Она стала меньше в размерах, она теперь вмещается в рюкзак, абсолютно любой рюкзак, у нее больше стал в объемах SSD накопитель, но вот эта хрень с подставкой, что еще нужно докупать или ставить ее без подставки на эти самые костыли, от чего будет такая сумасшедшая вибрация. Мне вообще, честно, не очень нравится такая тема. В идеале, лично для меня, это именно цифровая версия слимки. Она будет самая маленькая по размерам, она будет самая компактная, самая симпатичная, без этого животика, выпирающего в виде дисковода, да и сам дисковод не будет шуметь при установке диска. Все эти дурацкие, в общем, коробочки вам просто не нужны будут. Но чтобы правильно использовать цифровую версию приставки, вам придется сделать свой аккаунт, правильный аккаунт, там, не знаю, где вы сегодня живете, возможно, турецкий, там, не знаю, как там сейчас дела обстоят, но так или иначе можно еще покупать подписки PlayStation Plus, там тоже сотни игр, но однозначно на своем опыте взаимодействия с различными версиями PlayStation 5 я честно признаю только цифровые версии приставок и только подписки как PlayStation Plus или тот же Game Pass для Xbox. Диски это уже очень странное решение в 2024, и на вид именно PlayStation 5 дисковая просто ужасная. Именно такая странная с этим выпирающей этой боковушкой,
ловушкой, с этим дисководом. Короче, друзья, в общем, если вам интересно, я оставлю ссылки на приставку, откуда я брал именно эту версию свою. Ну и на этом будем уже, наверное, заканчивать. Всем еще раз я желаю не болеть и до новых встреч на канале. С наступающим всех и всем удачи. Пока-пока.